К нам обратился заказчик с нестандартным вытянутым участком, расположенным между дорогой и живописным лесом. Благодаря крутому рельефу с него открывается шикарный вид на озеро. Соседей немного, все они расположены со стороны дороги, поэтому мы ориентировали основные помещения дома в сторону леса. А также мы раскрыли самый лучший вид с хозяйской спальни в сторону озера и с обеих террас основного и гостевого дома. На участке запроектировано два дома. Основной с 4 спальнями и спа-зоной и гостевой с 2 спальнями и летней кухней. В основной дом мы входим через цокольный этаж. Там располагается прихожая и гараж. Оттуда на 2-й этаж поднимаемся по лестнице в двухцветное пространство гостиной. Такое эффектное решение нам удалось реализовать благодаря крутому рельефу на участке. В гостевом доме из прихожей на озеро также открывается прекрасный вид. Вход на участок находится между 2 домами в середине участка. Входной группе с необычным почтовым ящиком и ограждением мы уделили особое внимание. Ажурный внешний забор из треугольной трубы не прячет дом, но с другой стороны он дает ощущение безопасности хозяевам. Он как будто бы вырос из земли и соответствует архитектуре фасадов. А с обратной стороны мы разместили прозрачный незаметный забор, чтобы максимально раскрыть участок в сторону леса. Благоустройство участка можно назвать архитектурным, так как оно выполнено в строгом стиле, с большим вниманием к мелким деталям. В проекте отсутствует бортовой камень в привычном понимании. Вместо него для сопряжения разных покрытий мы использовали тонкий алюминиевый борт. Он придает благоустройству графичный эстетичный вид. Чтобы реализовать нашу идею бетонных ступеней самоштабных дому, мы решили отливать их на месте, потому что не нашли подходящего предложения в нашем регионе. Для нас и строителей это был удачный эксперимент. Плиты ступеней мы отливали на строительной площадке и складывали, пока не собрали все элементы, а потом погрузчиком одномоментно уложили все плиты на участке. В этом проекте мы много использовали лицевого бетона. Он присутствует на фасаде, в благоустройстве и в интерьере. Лучше всего эта тема раскрыта на уличной кухне, где бетонная стена начинается на улице и заходит в интерьер. В целом, вся эстетика дома построена на сочетании металла, бетона и дерева. Например, мы использовали металлические швеллеры в торцах террас и консольных выносах. Сами конструкции довольно-таки массивные, но благодаря скосам нам удалось их сделать более воздушными. Оригинальная металлическая деталь – это ступень гостевого дома. Она выполнена из стального листа 12 мм, приваренного к швеллеру 400 мм, заранее предусмотренными бороздками и отверстиями для дренажа воды. Также мы предусмотрели перед входом большую грязезащитную решетку, которую выполнили под заказ. Еще один материал, который мы использовали на фасаде, это крупноформатный керамогранит белого и антрацитового цвета. Мы заранее разложили материал на фасаде и прочертили каждый шов. В каждом доме мы запроектировали террасы с видами на озеро и на лес. Террасу в гостевом доме можно использовать даже в холодное время года за счет закрывающихся стеклянных перегородок и инфракрасных обогревателей. Покрытие террас и части фасадов термообработанный ясень. Мы специально оставили его без декоративного покрытия, чтобы со временем он выветрился и приобрел благородный серебристо-серый цвет. На контрасте с натуральным деревом на фасаде эффектно смотрятся большие плоскости структурного остекления без прижимных элементов. На 2-м этаже мы запроектировали безрамное ограждение, оно практически незаметное, но в то же время надежное и безопасное. При реализации углового окна на 3-м этаже, переходящего с фасада на кровлю, мы столкнулись с проблемой. Подрядчики предложили изменить проектное решение на более простое и сделать уклон в сторону улицы. Но нам это не понравилось, так как дождевая вода текла бы по фасаду, а нам хотелось увести ее на кровлю. Нам удалось переубедить подрядчика и реализовать этот нестандартный узел с обратным углом в 7 градусов.
В результате аккуратного производства работ наша идея была реализована, а угловое окно эксплуатируется успешно уже 2 года. На этом объекте большое внимание мы уделили архитектурной подсветке. Мы хотели сделать все так, чтобы источника света не было видно. Например, на фасаде гостевого дома в торец матового графитового стекла мы встроили светодиодную подсветку. Мы сделали много образцов данного узла и по итогу получили хороший результат. Мы считаем, что высокий уровень архитектуры, который не стареет, всегда будет выглядеть актуально. В целом, у нас получился очень скульптурный дом с графичным фасадом и соответствующим благоустройством.